Доброе вам пятничное. Время 6:30, едем на работу. Да, вчера забрал свой торпедоносец из лечебницы. Все в порядке. Она довольна, и я тоже. Евгений Витальевич, посмотрите, Афанасий на месте, с ним все хорошо. Евгений Александрович пришел на работу в мастерскую. А это значит, будет чистота и порядок. Шьем мешочек. Мешочек. Надо мешочек. Распаковка! Это подарки для Микки Мауса. Ну так всем понятно, что это фреза. Фреза конусная. И при помощи этой фрезы мы нарежем панельки. У нас есть в заказе панельки. Нанотехнологии в действии будут. Мы покупали из Китая 10 фрез. Почти таких, но чуть-чуть не таких. И они закончились за 2 дня, поломались все. Там был такой вырез слишком. Пипка тонкая, ее ломало прям вообще на раз-два. Одна фреза осталась. И методом научного тыка понял, что вот такую надо брать. И такая у нас она пилит как положено. Как новогодняя елка вся вот сверкает. это будет пушка. Да. А вот та китайская фреза, да, нашу фанеру не победила. не победила. Нашу ярославскую, нашу родненькую, березовую, ФКшечку. Так, проверяем, насколько все у нас это рабочая история. Давай. Вот мышка. Давай! У меня папка в молодости был монтажником, поэтому высоты я не боюсь. Здесь мы наслоили 2 сантиметра велокса, чтобы он дал нам пухлость, объем. Сейчас мы это все укрываем мемори и будем вот так закруглять, чтобы Настя потом красивую шапочку сшила. Форму дала. Прихватили его поверху сюда, клеим мемори. Сейчас мы его вот сюда вот так вот подклеим, чтобы потом нам было удобно завернуть. Вот так, смотрите. И вот туда уголочек. Видно там? Делай. Вот. Такой. Делаем козыречек нависающий. Козыречек. Даем ему секунд 20 высохнуть и одеваем перчатки. Подсохнуть он должен для того, чтобы сразу схватывался и не отклеивался. И пошли. Заворачиваем. Вот. Сформировали шапочку. Что это? Что, не видно, что ли? Господи. Время без 20, 11 утра, я только пришел, как всегда. Вот тут уже человек, который качественно, слово паразит, уже вовсю работает. Да. Чтобы не посрамить. Вопросы есть к модулю, к поролонке, к каркасу? Нет. Четко? Хочется сказать качественно. Понял. Если хочется, ты уже говори. Здоров, Тель. Ну что тут у тебя? Я дрова. Дрова. Я занят дровами. Следующий модуль. Он должен Это побыстрее. следующий диван. А тот Вы диван. все проспали. Тот диван готов уже? Все, 2 модуля. Локти, локти спинки, да. Сейчас Евгений Александрович красоту наводит. И база готова. А базу это мы же клиента будем звать, чтобы они попа-тест делали. Посидели. Да, я хочу, чтобы мы пошили спинки, а модули уже подставим, и они увидят, как все пошито будет по этим спинкам. А на модулях будут свои царственные попы выдружать и говорить, как им. Вкусно, невкусно. Путем перемещения пен найдем самое Игрой подходящее. слоев. Понял. Настена
как всегда, Все счастливая. волшебно, да. Настена Сегодня счастливая. лучше, чем вчера. Вот видите, она не всегда злая и не всегда нас пиздит. Она довольная тоже бывает. Потому что полторашка в кармане всегда приветствуется. Вот, видите, все, у нас уже чехол почти готов. В 7 утра я приехал, здесь никого нету. Это грубо. И холодно, и одиноко, да? Да. Мне пришлось здесь дышать интенсивно, чтобы нагреть помещение. А как? Там сложно все, надо... Ты бы видел, я наверха залазил. У нас Материтесь. зрители, они молодцы. Они от слова хуй в обморок не падают. Красавчики. До меня работа никак не дойдет, поэтому я иду на Озон, на ВБ забирать всякую штуку. Все, товар в руках. Сейчас будет распаковка. Распаковка. Сергей Викторович где-то шастает, поэтому фрезы буду распаковывать я. Смотрите, какая. А? Ой, упаковочка какая. Ну, вы видите. Если кому-то одни нужны, я готов подарить. Заказывайте доставку, я отправлю. Доставка обойдется дороже. Опоры. Ну, как мне кажется, может, они набирают популярность. Пушка. Ну вот, такой стык у них интересный, конечно. Это для кровати, которая будет с застежкой. Масти новенькие, а эти отправляются куда? В наш тайный чемоданчик. Вот видите, у нас есть большая канистра, и мы сюда все лезвия скидываем. И там уже больше полканистры. Все колющее и режущее. Скоро Новый год. Это значит, пора готовить мастерскую к встрече с хорошими людьми. Па-ба-ба-бам! Если ты красивая и одинокая, тебя здесь всегда ждут. Тебя накормят, напоят. Примерно 2 раза в месяц мы выгружаем остатки фанеры после ЧПУ. Весь мусор, поролон, обрезки. Ребята приезжают, мы им складываем аккуратно, и все. Смотрите, сколько обрезков фанеры, а? Ну сколько их. Даже шаблон, который делали посмотреть для клиента, согласовать, и то вылетает. Ну вот, собственно, сейчас узнаем, сколько это стоит. Так, значит, вышло чуть меньше половины будки. Он говорит 8500. Я говорю, брат, так дело не пойдет. Давай, 7500. Адекватно смотреть на цены. Что-то посопротивлялся. 7500 это еще хорошая цена. Мы за это раньше что-то 5,5 отдавали. Так что все, мусора нет. Завтра клиенты приедут, будет все красиво. Как обычно, демпфер. 30-очка, елечка. Елечка. 25-45. И мягенькая А6. Сколько? 25-20 уже сколько повторять. Это партия, партия. Пусть все запомнят Пусть эти все цифры. запомнят. В общем-то, значит, есть вариант S-ка 25 или 30. Она классная, реально. Вот для этих целей, локти, спинки, она вообще бомба. Но, к сожалению, не всегда ее доступно. Поэтому берем вот эту HS-ку 25-20, она тоже великолепна. Тем более это HS-ка, то есть высокоэластичная. Это важно. Это важно. Вот. А Настя тут, судя по всему, хочет шить черновичок, шаблон. Сегодня борщ красный свекольный, багет французский натуральный, булки просто, сметана от Коровкина, перец, соль, кофе как подставка. Ну и куда мы без сала? Без сала вообще Сала, жизни нету. Смотрите, как будто вишневый десерт. Это у ребят еще пловчик, а я уже пловчик не ем. Это называется оборзец. Настя Александровна сделала кусочек из примерно похожей ткани. И вот мы смотрим, как будет у нас ложиться чехол, где какие у нас есть нюансы и вопросы. Сюда я бы налепил халкона. Чуть-чуть надуть жопу. Есть такое слово жопа и надуть? Вот здесь как-то интересно, он форму меняет, там поролон так идет. Да. Ну я бы вот халкона сюда надул. Наверное, да. А сюда?
А тут нет, тут хорошо. Вот иди отсюда сними температуру. Как у нас пошел весь форм-фактор. Да. И здесь строчка еще туда надо выровнять внутри. Ну, вот так наверх. Ну, куда-то в одну сторону, да. Да. Вот оно. Во. Ну, вот она. Тут все сейчас четко. Вот здесь тоже ткань внутри подвернута. Все. Всем спасибо. Всем спасибо. Я начинаю снимать, а он бегает. Что ты бегаешь-то? Из кадра выбегает. Так. Значит, я хочу ванговать, что сейчас мы будем чехол натягивать, и вот этот угол, он проявится, потому что ткань очень тонкая, и нам придется все, что мы показывали 3 дня назад, демонтировать. Смотрите. Так. Как же здесь все. Так, рассказываю, на чем мы остановились. Значит, кант подворачиваем на верхушку, и он смотрит сюда, и получается вот такая красота. Здесь у нас липучка немножко подтянула ткань, и есть вон тут кусочек, сборка бегает туда-сюда. Здесь мы сделаем вот так, чук, и ушьем, то есть. А эти края с этой стороны мы вот так вытянули, все щетинка. И у нас еще остаток есть, да? Вот это мы все срезаем, липучечку на край переносим. Все, это готово. Я пытался сопротивляться, что-то сделать лучше, но все вполне даже. Если внутрянку убрать, ту твердую ткань, то тогда они вообще будут жидкие. А сейчас он такой твердый, мощный, плотненький, будет держать форму. Все. А вот этот стык, который я переживал, он вполне даже, при условии, что мы сейчас натягивали чехол, не проклеили его сюда, а на месте, на сборке, на адресе мы проклеим, и все будет очень даже хорошо. А я переживал. Зря. Ну, лучше перебздеть, чем недобздеть. Так, здесь, значит, по заданию поклеился 200-й халкон. И если затягивать паутинкой, вот здесь будет вот эта ступенька. Как мы будем от нее избавляться? Мы чуть-чуть расслаиваем халкончик. Нижний слой мы просто вот так нагло вырываем. Депиляция. Потом мы этот слой накрываем. И все, у нас получается очень мягкий переход, плавный. Так что, если этого не сделать, при тонкой ткани, вот здесь будет вот эта ступенька, бугорок. Она нам нахрен не нужна. Бумага. В очередной раз собирается база, уже все под клиенты. Сергей Викторович тут режет что-то. Он вот уже делает красоту, но тут добавилось... Уже второй же диван, надо объяснить. Это второй диван? Это второй диван. Между прочим. Между прочим. Так, И там у нас уже здесь вот мы дали, что мы дали? буферную зону. Буферная зона вот у нас. И это у нас ашеска. А это у нас memory foam. 40-10. Мягчайшая. 40-10. По-нормальному объясню. Давай. Значит, здесь спинки прямые, они у нас такие пухлодутенькие, да? Но они прямой формы. Поэтому мы можем сюда дать в краях мягкую перу. А там у нас вот эти все веселые формы, радиуса, изгибы. И для того, чтобы
у нас чехол это все обнял и повторил, и эти формы получились, пена все-таки должна быть упругая. Если делать такую слишком мягкую, то ткань, плюс она еще очень сильно такая тянущаяся, свободная, и мы получим на выходе мягкая пена, мягкая ткань, разнообразие, куда ее поведет, куда этот чехол перетянет, затянет. Мы просто уже проходили. Когда нужно достичь определенных форм, лучше все-таки использовать пену более упругую. Она даст эти формы. А вот эта мягкая пена, это на релаксовая, когда простенький, и даже не в натяг, а вообще свободненько чехол будет садиться, чтобы все это вот мялось, мя. Спасибо. Спасибо. Вот они, мощные ограничители. Специально для вас выполняется смертельный трюк. Сейчас она стрельнет. Вау! Это мы собрали, чтобы все промерить, посмотреть. Завтра приедут клиенты. Мы эту базу поставим. На нее поролончик накидаем, чтобы в таких условиях подобрать матрас. Закончился 33-й день нашего марафона. Спасибо всем за просмотр. А кто досмотрел до конца, тут вообще молодец. Пока. А лайк? Какой лайк? А подписывайтесь. Так они и так подписаны. Куда? А завидуйте. Вы еще не подписаны? Где моя монобровь, блядь? Нет, ты скажи, вы еще не подписаны, тогда мы идем к вам.